Добрый день, дорогие друзья. Добрый день из осеннего Кишинева. Хорошая погода сегодня, тепло. Ну, если вы одеты более-менее нормально. Я, как всегда, пользуясь случаем, хочу вам показать Кишинев, те места, где я нахожусь по своим задачам. Сейчас я был в министерстве, в каком-то министерстве за справкой о размере своей пенсии, потому что в территориальной кассе на Буйканах не выдают справки такие на бумажном носителе, не знаю по какой причине, короче, дурдом. И я нашел этот телефон и оказался на бывшей улице Сеченова. И сейчас я порадую ваши глаза и души, кто здесь жил, этой локацией. Вот здесь такой перекресток, бывшая улица Сеченова. Сейчас она называется Георгий Тудор. Пересечение с улицей Котовского, ныне Шосяова Хенчешт, которая перешла из Василия Александрии. Да. Вот в том направлении вот я был, там, в том министерстве каком-то, очень непонятном. Да, вот это улица Сеченова. И вот здесь я когда-то очень давно, 25 лет назад, мы здесь где-то вот работали, вот в частном секторе, и шли по этой улице. Я здесь не был больше 25 лет, и хочу попробовать пройтись, просто я не знаю, та это локация, не та. Здесь я заходил, когда я был пошустрее. Я помню, там был такой поворот налево. И кто здесь жил, заодно увидит свои места. Вот тут какой-то детский сад. Наверное, кто-то из зрителей ходил в него. И как мне написала одна из зрительниц: Эдуард, вы умеете типа там затронуть, играть на тонких струнах души. Дорогие друзья, я не играю. Я просто такой же, как и вы. И когда-то жил 4 года вдалеке от Кишинева и очень сильно скучал. И вот эти веранды, как называли в наше время, они еще, наверное, с тех времен. Хотя, может быть, и нет. Вот детский сад. Прикольно. Так вот не узнаю этих мест, но я помню, что мы сюда заезжали, конечно, на машине. Все было чуть по-другому. Блин. Сейчас посмотрим, сейчас проверим. Тут преимущественно новые дома. В Кишиневе очень много новостроев. И частных, и таких муравейников. И задаю себе банальный вопрос. Вот сколько надо зарабатывать, чтобы построить такой дом? Это еще... это вот этот мне нравится. Такой компактный, на соточку евро. В легкую потянет. Где-то здесь внизу был когда-то магазин, или я ошибаюсь, не помню. Где мы были, что мы делали. Тут когда-то был маленький магазин. Но скорее всего, что это не здесь. Ай-яй-яй. Ага, вот поворот налево. Я вижу. И он был как бы вниз. Такой спуск был. Это какая? А вы мне подскажете, что это за улица? Тоже Георгий Тудор? Да. Георгий Тудор, да, это бывшая До этого самого. До Формуаса, вот как раз, когда спускаетесь, уже идет Формуас. А вы не знаете, вот после поворота внизу направо был магазин когда-то, больше 20 лет. Нет. Больше 25 лет назад. Ой, сейчас все так поменялось. Нету, да. А я снимаю. Вот здесь уже начинается Формуаса. Вот это Формуаса. Вот начинается Формуаса. А здесь это номер 10 Тудора. И вот до туда выводят. Ага. А вы тут тоже живете, да? Я вот здесь. А мы раньше здесь вот ходили пешком
работали тут у Миши. Миша один вот на этой улице. Я не знаю. Это давно было, он поменялся. Не знаю, я Зато вы, наверное, Филата знаете. Вот там Филат. Филата знаю, да. Вот мы у Филата работали, делали беседку. Там целая бригада работала. Вот узнаю. А тут влево, вправо был магазинчик внизу. Ну, я не знаю. Так, вот здесь магазин был. Да, вправо вниз. А здесь этот, как он называется, Я не знаю. уролог. Уролог, да? И вот, видимо, продали. Я сын остался. Хороший здесь район, тихий, мне нравится. И вот здесь, смотрите, сколько вот это самое. А здесь было все пусто. М, И песок был, и мои дети катались на это санках, и аж до Тудова. Ой, Это самое. да, было время. Вот тут, кажется. Да, да. Вот тут магазин был, кажется. Вот тут. Вот тут магазин. Вот тут магазин А был. вот там еврейка была, потом там Ага. были вот это Ага. самое. И здесь идут эти амбассады, Все понял. Эти Да. посольства. посольства, да, вот эти. А вы, это, как вас зовут? Меня Маргарита. Маргарита, как у меня тетя тоже Маргарита, ей за 80, она в Болграде, на Украине. Не хотите передать привет кишиневцам, пользуясь случаем? Я снимаю для кишиневцев позитивное видео. Для Кишиневска. кишиневцам, которые далеко, которые скучают. Я для них. Передаю. Вот, Маргарита. Да, передаю я всем, вот, которые Уехали. в России уехали. В Америке, И в Израиле. Америке, в Израиле, и в Италии, О. и кругом они, Спасибо. наши молдаване. Да, наши везде. Везде. Молдаване, русские, украинцы. Украинцы, Они да, очень да, скучают. да, Я да. так снимаю, знаете, так иду куда-то по своим задачам. Хопа, Ну, снял. Я в советское время, знаете, была в санатории, там это самое, и я встречалась со всеми, потому что тогда же были республики все, и все в санатории были. Да. И я делала, знаете, как между ними... Сравнение. Да, это, и молдаване всегда вот были более развитые, Да. более это самое... И я работала еще в интуристе. и А, я вы в интуристе работали? Да, и я знаю, что со всего... А кем вы работали в интуристе? В интуристе старшая, это, как она называется? О, я забываю. Да я тоже за ничего. Старшая. Который убирает эти... Ага, поддержка. Ага. Да, да, да. А вы сейчас в какую сторону? Опять наверх идете? Я тоже возвращаюсь. Идемте. Здесь я Про- вот сюда. Пройдемся с вами тогда. И Угробили интурист. Угробили. угробили 16 этажей. Неужели нельзя было делать, отдать людям хоть по комнате, потому что там есть и ванна, есть и туалет в этой комнате, и комната хорошая. Все было оборудовано, да? Все каждому, вот, который не имеет, как в общежитии. Это 16, столько мы работали на этой самой. И со всего мира приезжали в советское время, со всего мира. И мне говорили эти немцы, Ага. они сказали, вы не знаете, что вы вторая Швейцария. Вот так Потому вот. что было все обработано, и все копейки стоило, и мы все были одеты хорошо, потому что поляки спрашивали, эти женщины, и эти... Многие спрашивали, а что сегодня за праздник? Я говорю, никакой, ни религиозный, ни советский, ни светский. Я говорю, люди так ходят у нас, один-то и все. Хорошо одетые, не то, что, да, как да, там безалаберные какие-то. Да, они были тогда в советское время, все вот так. Типа лозунг Да, был, да, типа да, да. им так Они удобно, были из- так легче. Вы тут живете, да? Да. И вот это Надо самое. зайти к вам в гости как-то. Ой, вот. А вы одна живете? Нет. С собачкой. С детьми. Ага. Все, да ну, Маргарета, спасибо вам большое за экскурсию, за рассказ интересный. Всех благ вам. Ага. Все, вот видите, как познакомились с дамой Маргаретой, бывшим работником интуриста. Видите,
как отзывались иностранцы в советские времена о Кишиневе и о Молдове. Они смотрели на Кишинев и судили о всей Молдове. Цветущий край. Ай-яй-яй. Хорошие люди, трудолюбивые. Плодородная земля. И вот так вот. Валя Дическу улица. Любимая моя улица. Тут живет. Туда вниз живет мой друг Сережа. У него тоже частный дом. И мы там иногда собираемся, пьем кофе, когда есть возможность. Шашлычок, беседочка. Очень хорошо. Тень летом. Осенью, зимой тоже очень уютно. И вот получился такой у нас репортажик. Хотелось бы, чтобы он был душевным. Ну тут, я смотрю, все новое, все поменялось. Ой, это, кажется, церковь, да. Это церковь такая. Вот. Церковь. А вот это дом по улице Котовского, Советский. И вот там выше я прошел, не включил камеру. Там был и есть гастроном. Я буду называть все магазины продуктовые, которые написано продуктовый там или элементар. Буду называть гастроном. Потому что я помню, мы сюда заходили 25 лет назад. И там такой вот чисто вот советский гастроном. Такие прилавки по периметру. Все так просто. Не просто, а точнее выразиться душевно. Сейчас этого нет. Сейчас люди напуганные какие-то. И это культивируется кем-то. Так, в сторону рекламу. Критику, то есть. Рекламу. Вот остановка, улица Сеченова. И мы сейчас сядем на какой-нибудь троллейбус, который идет по Докучаева. И попробуем выпить кофе на Дзержинского. Ныне это улица Осаки называется. Там, где вот Докучаева, художественный фонд. Бывший вот там. Вот какой-то троллейбус идет, десятка. Десятка идет по кругу. Ну, поедем по кругу. Она через мост идет. Там, короче. Сейчас разберемся. Сейчас спросим о ожидающих транспорт, какой троллейбус идет по Докучаева. Вот десяточка. И она полная. Совсем не интересно идти по кругу на полном троллейбусе стоять. Потому что не все сейчас активно уступают место, как в советские времена, кстати. Есть, и, как правило, это люди старшего поколения. А до 30 лет делают иногда вид, уткнутся в телефон или смотрят мечтательно в окно. Отрешенно так, знаете, такие все мыслители. Немножко вам веб-камеры. Улица Котовского. Котовское шоссе. Шоссе Авахын-Чешт. Сегодня. Так. Надо бы нам присесть. Но если я присяду, не будет обзора. Обзор будет не тот. Но не могу без критики. Вот очередная аптека на остановке. Ёксель-моксель. Аптека, как выражение это собак нерезанных. На каждом шагу. Просто засилие аптек. О! Что-то едет. Нет, не едет. Ну, сейчас дождемся 15 минут. Чтобы ролик был 15-минутный. Так, чисто цифровое такое. Не более того. Никакого значения это не имеет для его качества, просмотров или там еще что-то.
На этом, дорогие друзья, прерываем свой репортаж и продолжим по мере возможностей. Приятного вам дня, хорошего настроения, здоровечка. И делайте добро всегда, когда это возможно. А это возможно всегда. Te salut Chișinău, rucat din soare, mândru pe făgașul tău, n-ai asemănare. Ridicat-mi mii de stele, parul bățin povești, și ești sediul vieții mele, de aventuri tinere. Te salut Chișinău, îți cânt iubirea, că trătai în petul meu în toată strălucirea. Te salut Chișinău, inimi deschise.